Порожский район Ленобласти – места, не замутненные потоком туристов, однако ничуть не менее интересные, чем Золотое кольцо, ибо здесь, среди лесов и болот, порой отыскиваются истинные жемчужины архитектурных форм, как, например, церковь Живоначальной Троицы в урочище с непривычным для среднерусского уха названием Ежесельга. И это только первый пункт сегодняшней остановки из 3, которые будут показаны в этом фильме. Заброшенный погост, немного напоминающий романтические пейзажи Каспара Давида Фридриха, поросший бурьяном и деревьями, над кронами которых еще издалека путеводной звездой поблескивает маковка и шпиль храмового сооружения. Церковь Живоначальной Троицы, каменная, освященная в 1845 году. На взгляд опытного адепта архитектуры примечательно дерзким сочетанием чисто палладианских форм, реализованных во встроенных строгих портиках, почти квадратным объемом, палладианским же куполом, обрез которого восходит к романским куполам базилики святого Марка, что в Венеции, и неожиданным навершием купола русской маковкой, появившейся на просторах нашей Родины еще в XV веке и оставшейся в наследство от деревянного зодчества наших предков. Андреа Палладио, венецианец, упомянут был не зря, ибо именно он ввел в архитектурный стандарт все, кроме, само собой, маковки, перечисленные элементы, и он же предложил гибкую схему пропорций всех частей строений, соответствующих древнему золотому сечению, благодаря чему постройки, выполненные по его заветам, отличаются удивительной красотой и гармоничностью, хотя и практически лишены украшательств. К сожалению, архитектор данного строения неизвестен, но черты палладианства, приправленные истинно русскими мотивами, позволяют предположить, что автор сей церкви либо непосредственно был учеником самого прославленного русского палладианца Львова, либо испытывал сильное влияние этого зодчего, работавшего, как известно, в Петербурге и его окрестностях, а также в Тверской губернии, откуда был родом. Помимо самого храмового здания имеется также колокольня, и мы ее много раз видели и еще раз увидим. Она аккуратно вписана в объем храма и увенчана невысоким шпилем, в совокупности с куполом, создающая законченную и гармоничную композицию классицистской архитектуры. И, к великому сожалению, здание находится в удручающем состоянии. Сквозь пустые глазницы окон проникают все дующие тут ветра, но сила, исходящего от этого даже в полуруинированном состоянии здания, сила духа или, как сейчас модно выражаться, энергетика, потрясает. И это не случайно. Согласно обрывистым сведениям прошлого, здесь, на Ежесельском погосте, до этой церкви стояла церковь или часовня из дерева в традициях деревянного зодчества Прянежья. К XIX веку она совершенно обветшала, что косвенно указывает на ее почтенный возраст. Вероятно, то был XV век, а еще раньше здесь с высокой долей вероятности находилось капище, то самое место силы языческих времен, а язычество в этих землях просуществовало, порой идя бок о бок с христианством, как раз до XV века, и неудивительно, что и вот эту церковь построили, как это неоднократно случалось на Руси, на месте, намоленном поколениями и поколениями, веками, чуть ли не с тех дней, когда здесь только поселились люди. И сегодня в пустующих стенах церкви Живоначальной Троицы вместе с окрестными ветрами прямо физически ощущается это хитросплетение столетий, будоража разум и чувства. И так было столько, сколько помнят современники, возбужденных и взбудораженных, включая одного яркого представителя армии 25-тысячников. О том и будет следующий, захватывающий и не только архитектурными изысками рассказ, но сперва историческая справка.
совсем неподалеку, в местечке, именуемом Шустручей, имеется еще одна каменная церковь, пробуждающая любопытство и привлекающая внимание – храм Казанской иконы Божьей Матери. В отличие от живоначальной Троицы, воздвигнутой в середине XIX века, эта церковь была освящена много позднее, в 1870-м, а выглядит она как будто гораздо более старое сооружение. И дело тут вовсе не в том, что ее сохранность гораздо ниже, отсутствует даже 5 куполов маковок, а в том, что строилась она в те годы, когда европоцентристские влияния в архитектуре, привнесенные Петром Великим и окончившиеся при Николае I, сменились на исконно русские традиции. Там, где ранее беспросветно царили барокко, сменившиеся классицизмом и ампиром, теперь начал проявляться русско-византийский стиль, отмеченный не только пятиглавыми навершиями, но и отсутствием портиков, арочных окон и прочих европриобретений. Впрочем, самым выдающимся элементом Казанской церкви ныне является шатровая колокольня, уже в общем-то и не византийское, а чисто русское изобретение. Дело в том, что первые русские церкви, строившиеся со времен крещения Руси святым благоверным князем Владимиром в Херсонесе, ныне это окраина Севастополя, были выстроены как раз византийскими или, точнее, греческими мастерами, приглашенными из самого Константинополя. София в Киеве, София в Новгороде – как раз образцы этой чистой незамутненной византики XI века. Позднее, в период падения Киева и возвышения Владимира Суздальской Руси, что связано было с именами Юрия Долгорукова и сына его Андрея Боголюбского, мастера церковной архитектуры меняются. Сам Андрей Юрьевич, бывший в хороших отношениях с западным императором Фридрихом Барбароссой, приглашает уже итальянцев, привнесших на Владимирские, а позже и московские земли черты чисто апеннинской романики. И, возможно, если б не приключилась беда, известная нам как татаро-монгольская ига, Русь была бы застроена храмами и домами наподобие тех, что украшают города Тосканы или Венетто. Но из-за клятой Орды все рухнуло приблизительно в середине XIII века. Каменных строений больше в связи со скудением казны и деградацией мастерства более не ставили, и этот период бескаменности продолжался аж до конца XIV века, до времени Дмитрия Донского. Зато навострились рубить храмы деревянные, пытаясь в дереве сымитировать то, что византийские и италийские мастера делали в камне. С четвериком, то есть кубом, являвшим собой основной объем сооружения, все было понятно. Вместо каменной кладки бревенчатый сруб. А вот что делать с куполом, являвшим собой с технической точки зрения развернутый в окружности римский свод? Такое из дерева не построишь. И изобрели русские мастера нечто совсем новое – ставить на основной четверик осьмерик, то есть восьмиугольную конструкцию, также срубленную из бревен, причем в виде конуса, стремящегося к небесам. Так родилось шатровое навершие церквей. Верх же, дабы сымитировать купол, придумали венчать некой короной, крытой дранкой. Так появилась на свет русская маковка. И впереди на Стран ТВ новый фильм о деревянных церквях Пресвирья, красоты необыкновенной. Подписывайтесь, чтобы не потеряться и не пропустить. Годы меж тем шли, Орду одолели, а великий князь московский Иоанн III разбогател настолько, что, по примеру предка своего Андрея Юрьевича, вновь пригласил итальянских мастеров и уже не во Владимир, а в Москву. Кремли, соборы – их рук дело. Но то в столице, а на окраинах царства, на севере, долгое время принадлежавших новгородцам и только волею Иоанна III, вошедших в Русь, никаких итальянцев не было, и строили по старинке из бревен, да под шатрами с маковками. И вот во второй половине XIX века, когда в русских внезапно пробудилось национальное самосознание, чему немало поспособствовало поражение в Крымской войне,
что, впрочем, к делу не относится. Вот тогда эти самые деревянные шатровые и маковичные храмы решили перевоплотить в камни. И как раз колокольня упомянутой Казанской церкви наинагляднейший тому пример. Церковь эта была освящена 7 июля 1870 года в престольный праздник Казанской иконы Богородицы, и создана она была неизвестными мастерами по образу и подобию тех деревянных церквей, что и ныне украшают Прянежье. Самая высокая ее часть, шатровая колокольня, сохранилась и ныне, и с этой колокольней, равно как и с самой церковью, связана одна прелюбопытнейшая история из нашего советского прошлого. Дело в том, что в Прянежье, как и по всей Советской России, в начале 30-х годов была объявлена коллективизация, которая здесь, как и повсюду, шла со скрипом. И вот в качестве помощи из центра по партийной линии сюда, из Ленинграда, откомандировали некоего комиссара Титкова Павла Николаевича, одного из 25-тысячников. Вкратце, 25-тысячниками называли партийных работников, помогавших устраивать колхозы на местах. И, если кто помнит, самым ярким примером таких деятелей был герой поднятой целины Шолохова Семен Давыдов. Вот и наш Титков, помогая устраивать колхозы, заодно в фарватере той эпохи отчаянно боролся с религиозными предрассудками и в рамках этой борьбы замыслил настоящий антирелигиозный перформанс – въехать в Казанскую церковь на белом коне. Но, как говорится, что-то, а точнее все пошло не так. Положенный по штату конь оказался кобылой. Кобыла оказалась с норовом. Пытаясь усмирить ее, комиссар постоянно оказывался на земле. Но даже когда и с этим справился, кобыла наотрез отказалась совершать кощунство. У самых дверей несознательная лошадь встала как вкопанная. И никакие силы так и не смогли заставить ее войти в портал. Отчаянные движения ездака привели его только к травме. Лошадь так его легнула, что происшествие это он запомнил до конца своих дней, называя впоследствии неистребимый шрам вражескими происками. Но на этом противоборство комиссара и храма не закончилось. Церковь Казанской Божьей Матери, которая была построена в конце XIX века, она в более приличном состоянии, поскольку церковь так называемая каменная, кирпичная, штукатуренная. Там есть и само помещение, и колокольня рядом. На колокольне даже есть до сих пор крест, который, несмотря на борьбу с религией, не сбросили. С этим крестом связана другая история местная. Был здесь уполномоченный из города, который занимался раскулачиванием. И вот крест этот был на колокольне, и никак он до него добраться не мог. А был здесь один жестянщик деревенский, который, собственно говоря, мог выполнить эту операцию, залезть на колокольню и сбросить этот крест. На что этот уполномоченный обратился к этому товарищу и говорит, что вот залезь, говорит, крест брось, а я тебе там премию выпишу, еще что-то такое, какие-то блага обещал. На что этот жестянщик посмотрел на уполномоченного, на колокольню, на крест и ответил ему: ты, говорит, помоложе, вот сам, говорит, залезь и сбрось. Таким образом, этот крест, он до сих пор есть на колокольне, его можно видеть. А вот в соседнюю церковь, деревянную, Ильинскую, где было записано интервью, до недавних пор охраняемую государством как памятник деревянного зодчества, а ныне превращенную в груду гнилых досок, и в том числе о ней тоже в скором времени выйдет фильм на Стран ТВ. Так вот, в Ильинскую церковь Титков все же въехал на лихом коне, после чего решил остаться в всех местах, прикипел к ним, похоронен на местном кладбище. Его скромную могилу можно лицезреть. Так же, собственно, как и останки еще одной местной интересной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что по соседству, но уже на правом берегу Свири.
Церковь эта была построена и освящена также в середине XIX века, и размерами, и архитектурой была полной копией церкви Троицы Живоначальной, что в Ежесельге, с чего мы начинали наш рассказ, но с той лишь разницей, что храм в Ежесельге, хоть и в плачевном состоянии, но стоит, а от Благовещенского не осталось вообще ничего. У церкви, которая находилась на правом берегу поселка Вознесения, этот правый берег, вот этот сам поселок называется Пролетарская сторона, правобережье Свири. Интересная судьба. Построенная в XIX веке церковь использовалась в качестве храма, потом была закрыта советской властью, потом использовалась в качестве фортификационного сооружения оккупационными финскими войсками, была обстреляна с левого берега при штурме советской артиллерии, получила повреждения, а окончательно погубила церковь обыкновенная пасущаяся корова, которая провалилась в подвал. Ну, при попытке достать корову был обнаружен склад боеприпасов, которые были уничтожены советскими саперами, после чего церковь решили окончательно уничтожить и разломали ее, разобрали на кирпичи. Ну, как мы с вами видим, церковь до сих пор не сдается, несмотря на все те перипетии, которые она прожила, так скажем, всю свою жизнь, свою историю. И вот здесь есть поклонный крест и какие-то надгробные плиты XIX века в том числе, поскольку вокруг церкви еще был погост, здесь были захоронения. И путешествуя, скажем, из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, в Карелию, через реку Свирь, можно видеть вот этот поклонный крест, вот это церковище, этот холм, где находилась вот такая церковь поселка Вознесения с весьма интересной, необычной судьбой. Аллилуйя, слава тебе, Боже. А я грешный человечек, спатюшки ложился.